Еще не успел пройти хайп по Сконгу, так уже анонсировали новую игру. Кто такой этот Пабло? Пабло — это забавный приплюснутый жучок топориком и по совместительству главный герой новой игры по вселенной Hollow Knight, которая, к сожалению, является псиопом. Да, по крайней мере, пока хз. Мы живем в таком ёбнутом мире, что, может быть, и Пабло когда-нибудь реально выйдет. Правда, может быть, не официально, а просто как фангейм. И да, извините за кликбейт и такую вот подставу. На ютубе выживает и держится тот, кто может. А я вот могу только такими превьюшками и завлекать. Хоть Пабло и оказался фанатским рофлом, но все равно интересно, как просто какой-то странный и смешнявый фан-перс стал новым мини-форсом в комьюнити Hollow Knight. Почему же жучонку с головой как у акулы молота досталась такая слава? Отцом Пабло является твиттерский художник Дэс, создавший его в сентябре этого года. Тут жук с пиздец растянутой башкой в зеленом плаще стал рядом с Хорнет и Полным рыцарем. Сам создатель описал его как Пабло. Этот смешнявый и дебильный персонажик так понравился твиттерским, что они начали пилить по нему контент и полноценно ставить в один ряд с официальными героями игры. Многие назвали его уродливым, но поэтому он всем и нравился. Да, за свою уродливость, смешнявость и за свое прекрасное имя Пабло. Кстати, на оригинальном арте у Пабло то ли 4 ножки, то ли 2 из них это руки. Полная нога, широкая стопа, высокий подъем. Многие артеры это упускают или переделывают ноги в руки. Ну уж слишком сильно меняя их расположение. Мне вот интересно, вдруг Пабло окажется каким-нибудь пауком или многоножкой? Ну а чё, прикольно будет. Комьюнити практически сразу начало разгонять тему того, что Пабло станет следующим героем игры от команды Черешин по вселенной Hollow Knight. В самом начале форса челик с твиттера Пит Джей сделал фотку рабочего стола своего компьютера с иконками Hollow Knight, Силксонга и Пабло. Последнее, конечно же, не настоящее. На следующий день позже создал артик в стиле обложек предыдущих 2 игр, который выглядит, очень правдоподобно. Я даже как только увидел, прифигел немного, подумал, что это реальный анонс. А дальше уже пошел тотальный форс Пабло, как в 3-й части Hollow Knight. Например, вот этот мемчик с горящим конем. На самом-то деле, прикольно наблюдать, насколько естественно Пабло смотрится во вселенной Полого рыцаря. Хоть при всем, при этом он довольно оригинальный персонаж. Ну, то есть он не является копиркой одного из других персонажей и выглядит так, будто бы реально мог присутствовать в новой игре. Кто знает, может быть, Тим Черри хотя бы вдохновится дизайном и концептом Пабло и придумает новую игру по основам этого персонажа. Ведь навряд ли разработчики прям так возьмут самого жука на роль главного героя следующей игры. Даже в таком развитии событий это был бы интересный экспериментик. Не отрицаю, что Силксонг вообще может стать последней игрой во франшизе, но все-таки может быть. Весна, энергия, скорость. Какая нахуй разница?